Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. После того, как я стал обнародовать историю, которая приключилась с беженцами из России, многие наши зрители поняли, что могут попытаться выйти со мной на связь. Так и поступил наш герой, чье имя он попросил не раскрывать. После того, как он рассказал мне свою историю, я захотел с ним встретиться, но... Единственное, что хотел наш герой, это поделиться своей историей, выговориться, если хотите. Он записал все на диктофон и попросил ее обнародовать в случае, если его не станет. Запись я привожу без изменений. Я работаю в библиотеке нашего города, и здесь происходит что-то странное. Думаю, начну я немного загодя от основных событий. Проясню, так сказать, экспозицию. Я сотрудник библиотеки, и моей работой является сортировка книг, ведение каталогов и выдача книг посетителям. Помимо меня в библиотеке работают еще 3 человека. Девушка-студентка, старушка-директор и ее подруга соответствующего возраста, отвечающая за книги. Наша библиотека не была большой, фактически мы занимали первый этаж 3-этажного здания. И подвал, который мы использовали в качестве хранилища. Сам по себе подвал был просторным, сухим и прохладным, так что там и хранили большую часть книг и все документы. Да, поскольку я парень, то таскать кипы книг и документов приходилось мне. И вот как-то раз, спуская очередную кучу книг в подвал, я в самом конце лестницы оступился и упал. Причем упал максимально глупо, умудрившись в воздухе сделать оборот на 180 градусов вокруг своей оси. И в результате приземлившись на бетонный пол подвала не лицом, а задницей и спиной. Книги, которые я нес, разумеется, рассыпались, как и приложенные к ним бумажки с номерами. Да, мы храним книги под номерами, чтобы проще их было найти, но не пишем номера на обложках самих книг, ведь это варварство. Как минимум так утверждает старушка-директор. После этого мне пришлось идти за каталогом и искать, какие номера были у тех книг, которые я нес в подвал. Тут-то я и заметил первую странность. Какие-то номера в каталоге просто были пропущены. Я имею в виду, их вообще не было. Вот идет 143, вот 144, и следом уже 146. Куда делать 145? Понятия не имею. И это был не единственный случай. Нет. Примерно в каждых 40 номерах один был пропущен. 17, 61. 83 и так далее. Не было никакого смысла, никакой логики или последовательности. Номера книг просто отсутствовали. И из любопытства я решил в этом разобраться. Делать было все равно особо нечего. Так что почему бы не занять себя таким импровизированным расследованием? Думал я. Сначала я решил просто спросить у старушки, которая заведовала библиотекой. И она мне ответила, что это просто опечатки, мол, старая я, пропуская иногда цифры в документах, ничего такого. Я согласился, но все же решил вновь спуститься в наш подвал и поискать книги, номера которых отсутствовали. Да, могло быть и так, что если нет номера, то нет и книги, но я все-таки решил проверить. Вновь пройдя по лестнице и дойдя до огромных железных шкафов с книгами, я принялся искать, планомерно перебирая ту гору макулатуры, которая в них хранилась. Прошел час, за ним другой, и я уже подумывал плюнуть на это дело, ведь так ничего и не нашел. Однако удача улыбнулась мне. Под номером 326, который также отсутствовал в каталоге, находилась тонкая тетрадка на 18 листов. Я был заинтригован и тут же ее открыл, но почти сразу же с нескрываемым разочарованием закрыл обратно. Тетрадь была наполнена какими-то каракулями, которые отдаленно напоминали смесь китайских и японских иероглифов, только искаженных до невозможности. А еще у меня почему-то начала болеть голова, когда я попытался разобрать написанное, полагаясь на свои куцые знания китайского. У меня ничего не вышло, так что я без лишних мыслей запихнул тетрадку обратно в шкаф и направился домой. Рабочий день и так подходил к концу, а у меня еще и голова разболелась. Я тогда подумал, что это из-за того, что я несколько часов просидел в душном подвале. Короче, мне удалось отпроситься, и я направился в сторону своего дома, мечтая о пачке таблеток от головной боли. Вот отсюда и начинается все самое странное. На следующий день я проснулся с головой, которая болела еще сильнее,
и температурой под 39 градусов. Так что я предупредил всех в библиотеке, что на работе сегодня не появлюсь из-за болезни, и завалился обратно на кровать. Целый день прошел как в бреду, из которого я лишь иногда вываливался, чтобы выпить жаропонижающего или просто морса. Но хуже всего были сны. Сны, которые я видел, были наполнены теми каракулями из найденной мною тетради. Но вели эти каракули себя не как обычные рисунки, а как корни. Они словно увеличивались, росли, разрастались сначала по бумаге, а теперь и по моему собственному разуму. Я видел это и готов дать руку на отсечение, я чувствовал это. Хотя тогда я все списал на галлюцинации от высокой температуры. Все мы подумали бы так же, как мне кажется. Сны при температуре выше 38 никогда не славились адекватностью, верно? На следующий день я уже чувствовал себя куда лучше. Температура спала, а голова больше наболела, хотя в ней определенно оставался какой-то шум. Так что я закончил свой внеплановый отгул и вновь направился в библиотеку, где во время перерыва все-таки решил опять взглянуть на ту тетрадку. Не знаю почему, но меня словно что-то тянуло взглянуть на эти каракули еще раз. Я такой тяги не испытывал даже когда бросал курить, а мне это давалось очень тяжело. Спустившись в подвал и открыв железный шкаф, в котором хранилась та тетрадь, я быстро нашел ее и открыл. Вот только в этот раз там были не каракули. Нет, это определенно были какие-то символы. Да, неразборчивые и сложные для прочтения, но все же символы. Это были координаты. Я не сразу это понял, но в какой-то момент пазл в голов словно сложился. Это были координаты чего-то, что находилось в лесу за городом, если я, конечно, правильно все понял и если верить Google картам. А еще в этот раз у меня не заболела голова, пока я вчитывался в содержимое этой тоненькой тетради. Но вот шум в ней определенно стал громче. Знаете, наверное, мне стоило в тот момент остановиться, сжечь поганую тетрадку и постараться забыть об этом, как о плохом сне. Но мне было любопытно, так что на первых же своих выходных я собрался и отправился в лес в сторону координат, что были записаны в той тетрадке. Со стороны это, наверное, выглядит очень глупо, и я вас уверяю, так оно и есть. Это было полным идиотизмом, но я все же решил удовлетворить свое любопытство. Рано утром я собрался, оделся и отправился на остановку, откуда на автобусе добрался до границы города и отправился к координатам. Идти было достаточно далеко, так что прошло около 2 часов, пока я наконец не достиг точки назначения. Это была поляна в лесу, огороженная забором из металлических листов. Зачем кому-то огораживать в лесу что-то таким образом, подумал я. Это же абсолютный бред. В этот лес и так почти никто не ходит, кроме десятка совсем уж фанатичных грибников. Однако забор никуда от моих мыслей не делся. Он продолжал стоять, преграждая путь к тому месту, куда я хотел попасть. Я залез на ближайшее дерево и аккуратно перелез через забор. За ним была поляна, заросшая высокой, ярко-зеленой травой. Неестественно густой травой, какая не может расти в лесу. А присмотревшись, я понял, что это вовсе не поляна, а кратер. Кратер, видимо, от метеорита. Как минимум так я подумал, заметив оплавленную землю по краям поляны. Я пошел к центру, раздвигая высокую, местами чересчур высокую, траву руками. В центре же лежала, я не знаю, как это описать. Это было метеором, но каким-то странным. Он был пористым и полым изнутри, словно служил капсулой или, может быть, хранилищем для чего-то. Я не знаю, что я ожидал увидеть здесь, но я был откровенно разочарован. Я побрел обратно к забору по уже проделанной просеке сквозь чрезвычайно густую траву, когда почувствовал в руке жжение, словно от крапивы. Рука в куртке на левой руке слегка слез от моих активных телодвижений, и, видимо, я задел крапиву, спрятавшуюся в этой траве голой кожей. Чертыхнувшись, я добрел до забора, потирая ужаленную руку, и перелез через него, благо изнутри было за что зацепиться. Разочарованный, я направился домой. Вот только когда я наконец добрался до своей квартиры и снял верхнюю одежду, то заметил на своей левой руке то, чего там быть не должно было вообще. Траву. Траву такого же насыщенного цвета, как и на той поляне в лесу. Траву, которая росла из того места,
куда, как я думал, меня ужалила крапива. Я тут же попытался выдрать из себя эту гадость, но стоило мне потянуть за этот пучок травы, как я почувствовал невероятную боль. Я словно пытался выдрать себе волосы. Чем бы эта штука ни была, она успела укорениться в моей левой руке. Я запаниковал тогда. Я сбрил эту гадость, но буквально через 10 минут из моей кожи вновь вырос этот сорняк. Шум в голове стал оглушающим. Теперь я даже мог разобрать обрывки фраз. Я попытался прижечь место, откуда росла эта трава, но это не помогло. Теперь я чувствовал, как под кожей разрастается этот сорняк. Медленно, но верно. Я заперся в доме и стал пробовать все известные мне способы. Я резал собственную руку, пытаясь выдрать корни и прижечь рану следом. Я пережал жгутом кровоток. Я многое попробовал, но это не помогало. А еще в процессе всего этого я все же нашел в интернете статью о прошедшем рядом с нашим городом метеоритном дожде. Видимо, та поляна разрослась на месте упавшего метеора, который и принес с собой, в себе этот сорняк. А еще шум в голове превратился во второй поток мыслей. Я готов поспорить, что это мысли этого растения, что сейчас буквально использует меня в качестве грядки. Этот поток, он выражал удовольствие и сытость. Когда я это понял, то меня чуть не стошнило. Меня прямо сейчас ели и были этим очень довольны. К черту все. Я заказал в магазине банку пестицидов, самых ядреных, какие только были. Они приедут через полчаса. Я разрежу себе руку и вылью пестициды прямо на корни этой гадости, а после прижгу все до единого. Если же это не поможет, что же? Я заказал несколько литров бензина, налью его в ванную, сооружу что-то вроде бигфордова шнура, подожгу его, лягу в ванную и обожрусь таблетками до беспамятства. Если этой гадости будет негде расти, то может сорняк умрет. Может быть, я сошел с ума, может быть, мне стоило вызвать медиков или копов, но я этого не сделаю. Эта штука слишком опасна. Скоро мне привезут пестициды и бензин. Помолитесь за мою удачу и ни в коем случае не приближайтесь к круглым полянам с неестественно яркой, зеленой и густой травой. И Стрэндж, спасибо тебе за возможность рассказать свою историю посмертно.